Всем привет! Сегодня мы с Женькой вышли на лед, готовы показать вам нашу тренировку. Вот он, наш друг. Жень, скажи пару слов. Сейчас я вам покажу, что я буду делать. Что ты покажешь? Какие упражнения? Ласточку. Дорогие друзья, сейчас я вам... Я забыл. Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу свою тренировку. Первое, с чего мы начнем, это первый толчок на перебежках. Сейчас вы посмотрите, какие мы делаем упражнения для перебежек. Женечка, давай. Вот это движение. Руку повыше. Молодец. Умница. Женя опять легаться начал. Снимаешь тотик. Вот, молодец. Все правильно сейчас. Умница. Раз. Давай подсчет. Раз, два. Раз, два. Шире шаг. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ничего. Заднюю руку выше. Заднюю руку поднял. Пошире шаг. Еще шире. Женя, заведи в круг вот эту руку. Развернись, круг обнимай. Развернись. Молодец. Пониже садиться можешь? Раз, два. Теперь под темп. Раз, два. Считай сам себе. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодец. Стоп. Поясню, что такое легание на перебежках. Видите, Женя внутренней ногой толкается, она у него уходит назад. То есть он толкается зубцом. Это его левая нога. Левой ногой он вообще не должен толкаться. Толчок происходит исключительно за счет внешней ноги. У него это правая нога. Левая должна просто сниматься со льда и делать шаг в центр круга. Здесь он делает правильное движение, как раз он исключительно снимает внутреннюю ногу и делает шаг вовнутрь. А вот здесь вот опять легнулся. Вот у него проблема в том, что он легается. Что такое легается, я вам уже говорила, да? Когда он внутренней ногой пытается себя толкнуть, это неправильно, он толкается зубцами. Для того, чтобы устранить эту проблему, мы делаем следующее упражнение у борта. Женечка, ножки вместе, держись, скручено. Удар, удар. Что ты делаешь? Ты посмотри, что ты делаешь. Так же, как я. Удар вместе. Сел, удар вместе. Сел, удар вместе. Повторяй. Сел, удар вместе. Сел, удар вместе. Когда он легается, он при выполнении упражнения на льду толкается вот этой ногой, вот этой, которая у меня сейчас согнута. Это неправильно. Поэтому мы сейчас делаем имитацию. Вот этот удар, он позволяет зафиксировать вес на вот этой ноге. Толчок мы делаем всегда внешней ногой, вот этой. Когда мы удар это делаем, вот здесь у нас упор. Я сейчас держусь об забор, но на льду мы об забор не держимся. И вот это вот должно быть, вот этот толчок должен быть. Вот он отсюда идет. Не вот этой ногой мы толкаемся, а вот этой. Вот это основная ошибка, которую допускают все начинающие. Мы должны толкаться вот так вот. Вот это то, что мы должны делать. Еще раз постараюсь объяснить на льду, что зачастую делает Женя, хотя мы работаем над этой проблемой в данный момент. Он толкается вот таким образом. Видите, да, это называется легание. То есть, когда он за себя, как ослик, толкается вот этой ногой. Эта нога в первом толчке не участвует. В первом толчке участвует только вот эта нога. То есть в любом толчке участвует только внешняя нога. В первом толчке внешняя будет вот эта. Вот он толчок идет. Раз, встала. Раз, встала. Я вот этой ногой толкаюсь. И толкаю себя в круг. Исключительно. Неважно, где у вас руки, они могут быть за спиной. Вот он толчок.
Зачем важно снимать ногу? Чтобы мы зафиксировали свой вес и свой толчок на, в данном случае у меня правая нога. Очень важно ногу высоко поднимать, чтобы вы не боялись вот этот вес держать. Я Женю прошу, чтобы он держал ногу высоко. Женечка, пожалуйста, сделай это упражнение еще разочек. Повыше ручку, малыш. Заднюю руку повыше. Задняя рука держит весь корпус. Женечка, разворачивайся. Зараза какая. Ну-ка, остановись. Жень, давай, вот так вот. Давай хорошо. Мы снимаем, ладно? Пониже, давай. Еще ниже садись. Ниже садись, Женя. Женя, ниже садись. Раз, два. Раз, два. Давай в темп. Раз, два. Раз, вот, два. Раз, два. Переднюю руку держи. Переднюю руку. Еще заведи ее в круг. Раз, молодец. Скорость. Раз, два. Раз, два. Раз, вот. Пошел на скорости. Отпускаю. Молодец, Женя. Раз, два. Вместе ножки собирай. Раз, два. Раз, два. Сейчас отлично. Раз, два. Умница. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вместе ножки до конца. Садись ниже. Умница, отлично. Отлично, Женечка. Немножко клюет носом. Сразу ручки держишь. Молодец. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Левой. Раз, два, три. Правой рукой крутишь себя. Молодец. Давай я теперь. Мы себя крутим правой рукой всегда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь ты. Раз, два, три. Раз, два, три. Три держишь. Умри, но стой. Раз, два, три. Вот. Раз, два, три. Молодец. Отдохни. Отдохни. Здесь важно очень соблюдать темп. То есть вы делаете подсчет. Раз, два, три. Умри, но держишь. Три счета. Раз, два, три. Умри, но держишь. Своей рукой вы регулируете скорость закрутки. Одна из ошибок, которую делает Женя и дети в основном, пытаются толкаться вот этой ногой, когда делают вот эти... Ну, ногой мы просто трогаем лед. Мы не закручиваемся, потому что если мы будем отталкиваться ногой, то, скорее всего, мы будем съезжать с оси. Крутим мы себя только рукой. Раз, два, три. И вот я рукой пошла крутить. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Так, сразу выровняйся. Раз, два, три. Раз, два. Руки неровно держишь. Тебе, мне кажется, куртка мешает. Раз, два, три. Молодец. Умри, но держишь подсчет. Все подсчет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас не крутишь себя рукой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, было хорошо. Вот хорошо. Молодец. Отдохни.
Пешки. Ленивый шаг так называемый. Почему ленивый? Потому что мы не отрываем ноги от льда. То есть в момент толчка нога остается волочиться по льду. Шаг, шаг, давай с двумя толчками, Женя. Шаг, 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 выше ногу. Шаг, 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 шаг. Повыше ручку, Жень. Молодец. Жень, дай руку. Женя, дай руку. Давай. Пошире шаг. Ручки, пожалуйста, держи. Ручки, Женя. Закрутись больше. Больше развернись на круг. Вот, молодец. Умница. Каждый раз ножки собирай. Каждый раз толчок. Не просто ногу. Сейчас опять легаешься внутренней ногой. Жень, каждый раз ножки. Каждый раз ноги. Раз, раз, собрал. Потом раз, собрал. И опять вытолкнулся внешней ногой. Внешний ногой толчок. Внешней ногой толчок. Внешний толчок. И опять вытолкнулся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ничего. Но иногда нужно играть с детьми в подвижные игры. Я сейчас чувствую, ребенок устал. И когда тренер это чувствует, нужно немножко сменить тональность. Дети очень любят скорость. Вот это самый важный совет для всех молодых тренеров. Все нужно начинать со скорости. Если вы чувствуете, что ребенок теряет интерес, и пока он не может сам передвигаться на большой скорости на льду, схватите его просто под мышки и повозите. Они все это очень любят. Покрутите, побалдейте с ним. Мы с Женей любим играть в догонялки. Кстати, если правильно играть в догонялки, показывая ему реберность, уворачиваясь от него влево-вправо, то это принесет очень большую пользу. Гораздо большую пользу, чем многие из упражнений для начинающих. И я вас приглашаю посмотреть, как мы это будем делать. На старт! Внимание! Марш! Опять Женька меня обгоняет! Как этого мальчишку можно догнать? Выше колени, Женя! А теперь давай в догонялки, ладно? Теперь догонялочки, ладно? Кто вода? Ты вода. Раз, два, три. Шаг, приставил. Шаг, приставил. Шаг, приставил. Жень, ты смотришь по ходу движения, рука прямая, рука жесткая. Шаг, приставил. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Женя, ты выбиваешься из круга. Женя, ты сейчас... Дорогие друзья, сейчас я вам покажу ласточку.
Жень, плечиком, плечиком. Правым веди. Правая нога, правое плечо вперед. Давай еще разочек сделай. Если правая ножка, то правое плечо. Давай по кругу с тобой вместе. Кто лучше? До свидания, дорогие друзья. Сегодня у меня неудачная попытка, извините. Потанцуй под музыку. А на скорости погоняй со всей силы. Как ты с ребятами играешь? Пока, дорогие друзья. Сегодня у меня была неудачная попытка, извините.